Ну что, всем привет! Я подозреваю, что практически каждый зритель, который смотрит это видео, хоть раз докатался на такси. И соответственно, у нас сегодня эпоха мобильных приложений, и каждая уважающая себя фирма, которая оказывает услуги по перевозке людей, должна иметь приложение в смартфоне. И в общем-то, если вы живете в большом городе, я думаю, что ни для кого не секрет, что у нас, можно сказать, сейчас монополистом является Яндекс.Такси. По поводу регионов я знаю не слишком много, но читал, что там тоже есть свои крупные игроки. В чем суть видео? В этом ролике я хочу рассказать про офигеннейшее приложение, которое облегчит жизнь всем тем людям, кто немного или на регулярной основе пользуются такси. Как обычно, чтобы было все наглядно, буду демонстрировать сразу на смартфоне. В этот раз мы начнем с установки, я расскажу про те моменты, на которые вы не должны спотыкаться и не повторять мои ошибки. Итак, приложение у нас установлено, открываем, называется оно «Сравни такси». Можно ему дать сразу разрешение для определения геопозиции, в принципе, чтобы он нас быстрее определял, когда мы его открывали. Перед тем, как у нас нужно открыть приложение, он нам предлагает установить приложение партнеров, например, Максим, Рутакси, либо Get. Давайте откроем, установим Get. Итак, Get у нас установился, возвращаемся обратно в «Сравни такси», видим, что у нас установлено, то есть не нужно устанавливать подряд все приложения, как я сделал в первый раз. Достаточно установить всего одно и пропустить этот шаг. В общем, в чем суть приложения? Мы здесь можем выбрать точку А и точку Б, и приложение выведет нам список актуальных цен на разные такси-сервисы, и мы можем, соответственно, сравнить цены на Get.Такси, на Яндекс.Такси, не заходя в эти самые приложения, а все сделать в одном приложении, это будет очень удобно. Соответственно, если вы пользуетесь несколькими сервисами такси и не слышали раньше про это приложение, для вас оно будет просто находкой. Также для тех, у кого есть цель откуда-то уехать и доехать, например, поздней ночью, а денег не так много, то также можно сравнить разные сервисы такси и не переплачивать, например, за тот же Яндекс, либо Get.Такси, есть сервисы подешевле. И третий вариант, я не могу сказать, что он работает практически 100% каждый раз, но я замечал такую закономерность. Если мы выберем путь в Яндекс.Такси, у нас выведется одна цена, но потом, когда мы зайдем в это приложение и выберем этот же самый путь, то у нас цена на Яндекс.Такси в этом приложении будет на несколько рублей дешевле. Давайте посмотрим. Итак, заходим в Яндекс.Такси и выберем точку, откуда бы мы хотели поехать. Давайте поедем например, от Манежа, выбираем точку А, и куда-нибудь подальше, давайте, например, между станциями метро Звенигородская и Пушкинская, вот на такую небольшую площадь. Выбираем, да. Как видим, у нас час пик и стоимость такси составляет 277 рублей. Итак, теперь заходим в приложение «Сравни такси», я его перед этим закрыл. Вот, «Сравни такси» открываем и быстренько выбираем эти же самые точки, чтобы у нас эксперимент был достоверным. Итак, вот у нас Звенигородская, Пушкинская, выбираем эту же самую площадь, ага, выбрать. И ждем, сейчас он нам покажет цены на разные сервисы такси. Макси, Такси 777, Таксовичков, Делимобиль, Каршеринг, Get, Рутакси, Семерка, Телепорт. Ждем Яндекс. Яндекс 210 рублей. Заходим сюда, 277. Закрываем, нажимаем на Яндекс. У нас открывается Яндекс.Такси. И, о чудо, даже меньше 209 рублей. Собственно, я не говорю, что это работает каждый раз, то есть бывает плюс-минус, но, как вы видели, у нас не прошло даже минуты, вот я тут записываю видео, могу сделать несколько склеек, но не прошло даже минуты, мы были в Яндекс.Такси, показывалось здесь 70 рублей, зашли в то же приложение, выбрали эти же самые точки, здесь уже 210, то есть за минуту, возможно, цена здесь изменилась, но у меня есть такое подозрение, что хитрые разработчики Яндекса видят, что мы заходим в это самое приложение «Сравни такси», возможно, мы хотим поехать на каком-нибудь другом сервисе, и возможно, я не утверждаю, это просто догадки, что они могут предложить нам цену поменьше, и соответственно мы можем тем самым сэкономить неплохое количество денег. Как в этом раз у нас получилось достаточно много, 60 рублей. Ну и в общем, вот такое вот приложение. Лично я пользуюсь в основном только Яндексом, и обычно я вот таким вот способом хочу иногда сэкономить небольшое количество средств. Но если вы пользуетесь несколькими сервисами такси, например, Get.Такси, Максим, не знаю, Таксовичков, InDriver, то, мне кажется, приложение для вас будет прям вообще находкой. И зачем заходить в каждое приложение, сравнивать цены, если здесь один раз ввели, и он вам показал актуальный список. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забываем ставить пальцы вверх, тем самым будем активнее распространять видео в сети YouTube. Также можете подписаться на канал. Стараюсь рассказывать про какие-то полезные и необычные вещи. Желаю всем хорошего настроения и, в общем-то, как обычно, всем удачи, всем пока!